Здравия! Джером Хайден Пауэлл продолжает делать голову крестьянам с понижением ставки, тем самым откладывая взрывной рост рынков и альтсезон крипты, несмотря на то, что Дональд Джон Трамп требует понижения ставки. Впрочем, ФРС США– частная лавочка, как и ЦБ РФ, не подчиняющаяся локальному правительству. Законы читайте, собственно. И опять мы возвращаемся к ушам мирового правительства и конторам, через которые они управляют марионеточными правительствами. Ну, например, ФРС, МВФ, ВОЗ и прочие организации, предписания которых немедленно берут под козырек местные чиновники. Забавно, даже Эльвира Сахибзадовна Набиуллина через день после решения ее американского начальства проводит уже свое заседание, где решает также ничего не делать со ставкой, как и ничего не сделал начальник за бугром. А еще раз 10 лет ЦБ роняет курс деревянных вдвое, что нас подводит к вопросу сбережения средств. По отношению к доллару недвижка падает в цене и является убыточным вложением. Местные рынки акций, облигаций и прочих также являются убыточными, несмотря на рост стоимости и дивиденды. Ну, про цены в магазине вообще молчу. Можете любую отрасль пересчитать с калькулятором в руках и придете к тому, что нищим заберегать средства можно только в долларе, покупательная способность которого падает на 99% за 100 лет. Но наши местные тугрики за 100 лет упадут на тысячи, а то и десятки тысяч процентов, не считая периодических махинаций типа девальваций и просто украденных накоплений банками 30 с чем-то лет назад и позднее. Народ ничему не учится и все равно несет деньги на вклады. Банки их опять обувают. Так что хранить доллары лучше под подушкой. Но тут мы сталкиваемся с новой модной темой, что доллары поголубели, и мол местные банки скоро могут старые зеленые не принимать. Но это еще полдела. Зайдя в Сбер где-то с год назад, обратил внимание на обменный курс на мониторе. Мало того, что он не соответствует назначаемому ЦБ, так жулики еще и на разнице делают 10% прибыли. Регулятор, на мой взгляд, должен за это ставить раком банк. А потом ящик рассказывает, что Сбер заработал какие-то астрономические бабки за год. Как мы понимаем, не своим умом, а тупо обирая население. При этом в ближайшем отделении не могут оборудование починить, и счетные машинки новые закупить. Очень забавно, когда тетка кричит на весь зал: такой-то номерок, подойдите. Как хорошо, что есть криптовалюты. Вариант для мелких денег. Закупка через P2P баксов на бирже и тупо хранить их там же под процент. Риск скама биржи примерно такой же, как и местных банков. Схлопываются периодически. Раскладывайте в разные корзинки. Когда денег будет побольше, там уже без покупки кошелька трейзера за бугром не обойтись. И вот у нас есть доллары, которые обменены по нормальному курсу и не имеющие окраски. А еще их можно приумножить. Вот этого мы уже второй год ждем. Уже совсем скоро альтсезон. Пару месяцев назад стрельнула в голову мысль сделать инструмент, чтобы было видно, какие монеты уже стрелялись, а какие нет, чтобы поперекладывать средства из одной в другую и тем самым заработать еще больше. Само собой, в тупую это делать нельзя. Отросла одна, разгрузили половину, например, вынули с профитом часть средств, остальное переложили в другие. Сидим, ждем дальше. Еще требуется соображать в графиках, открывать и смотреть, что с монетой. И само собой в теме крипты разбираться. Впрочем, в данный период может все что угодно стрельнуть. Думаю, это мы в приватной группе в Телеграме будем обсуждать в канале общения. Курс взят со дна рынка в этом цикле. Монеты, появившиеся позже, с более поздней датой. Все динамически обновляется раз в минуту. Данные берутся с биржи Binance и Gate. Но Gate помойка, набирающая всех подряд на халяву или около того. А вот для листинга на Binance требовалось, по слухам из прошлого цикла, 25 тысяч долларов заплатить. Там более серьезные проекты. Не забывайте, создать свою монету стоит пару долларов на том же блокчейне эфириума, а затем можно сидеть впаривать хомякам очередную скамину. Так что главным образом меня интересуют монеты, залистенные на бирже номер 1. Остальное шлак по сути, исключая монеты других бирж. Но тут вопрос конкуренции. Некоторых монет из топа нет, это совсем какие-то дикие бомжи. Если их даже на гете нет. Топ взят с CoinMarketCap на прошлой неделе. Теперь у нашей приватной группы есть инструмент для отслеживания и перекладывания криптомонет. Ссылка, само собой, только там на него. Ставь лайк, подписывайся на канал и добро пожаловать в наше приватное криптосообщество. Подробнее по кнопке «Поддержать» на сайте движка Всен.ру. Ссылка в описании под роликом. Всем добра, здоровья, процветания и денег.